Джон любил путешествовать. Он всегда мечтал о приключениях в далеких и неизведанных местах. В этот раз его интерес устремился в сторону Африки, в мир дикой природы и мест, где обитают разнообразные виды животных. Чтобы сделать свое путешествие еще более увлекательным, Джон решил позвать с собой своего старого друга Стива. Прилетев в аэропорт, ребята были полны энтузиазма и ожиданий. Они арендовали джип и отправились в сафари-парк, где планировали провести первые несколько дней своего путешествия. Они решили разбить лагерь вдалеке от основной зоны, чтобы насладиться тишиной и красотой природы. Палатки были быстро установлены, и Джон и Стив решили немного расслабиться после долгого перелета. Они сели возле костра и начали обсуждать свои планы на следующие дни. Они мечтали увидеть львов в дикой природе и запечатлеть этот момент на камеру. Но внезапно к палатке Джона подошел лев. На первый момент ребята испугались, но затем поняли, что встречаются с диким животным в его естественной среде обитания. Стив быстро достал свою камеру и начал снимать на видео это невероятное зрелище. Лев, кажется, не был особо заинтересован в них и медленно двигался в сторону их лагеря. Но ребята разглядели, что лев несет в зубах львенка. Лев положил его на землю, и ребята заметили, что у львенка течет кровь из лапы. У ребят была с собой аптечка, которую они всегда брали в путешествиях. Они сразу же поняли, что им нужно помочь малышу. Без раздумий они вытащили аптечку и начали обрабатывать лапу львенка. Малыш был напуган и испытывал сильную боль, но он не сопротивлялся. Джон и Стив делали все возможное, чтобы остановить кровь и обработать рану. Вскоре лапа львенка была перевязана, и он начал постепенно успокаиваться. Лев быстро взял малыша в зубы и убежал с ним подальше от людей. Ребята понимали, что в этот момент лев испытывал страх и тревогу за своего малыша, как и любой родитель. Лев быстро бросился вперед и исчез в глубине зарослей. Джон и Стив смотрели вдаль, чувствуя смешанные эмоции. Они были впечатлены силой и заботой, которую проявил лев по отношению к своему потомству. Они поняли, что животные тоже могут испытывать эмоции и бояться людей, особенно в их естественной среде обитания. По мере того, как они продолжали свое путешествие по Африке, Джон и Стив стали более осторожными и уважительными к диким животным. Они наслаждались каждым моментом встречи с ними, но также помнили о том, что природа имеет свои законы и правила. Их путешествие стало еще более незабываемым, когда они наблюдали за стадом слонов, увидели гепарда во время охоты и встретились с гориллой в ее естественной среде обитания. Они поняли, что каждый момент жизни дикой природы – это уникальное и неповторимое событие, которое нужно ценить и сохранять. Вернувшись домой, Джон и Стив часто вспоминали свое путешествие в Африку. Они поняли, что мир дикой природы – это удивительное и красивое место, где каждый вид имеет свою роль и значение. Они поняли, что мы, люди, должны уважать и беречь природу, чтобы она продолжала восхищать нас своим великолепием и разнообразием. Джон и Стив привезли с собой из Африки не только впечатления и воспоминания, но и новое осознание важности сохранения дикой природы. Они начали активно участвовать в различных экологических инициативах, помогая защитить животных и их естественные места обитания. Они рассказывали своим друзьям и близким об их приключениях, стараясь внушить всем, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение окружающей среды. По прошествии времени Джон и Стив стали настоящими защитниками дикой природы, сотрудничая с различными организациями по охране животных и природных заповедников. Их история стала примером того, как одно путешествие может изменить жизнь человека и помочь расширить его горизонты. Джон и Стив продолжали путешествовать по миру, но теперь их целью было не только открытие новых красивых мест, но и защита уязвимой природы. Они поняли, что каждый из нас способен оказать влияние на окружающий мир и сделать его лучше для будущих поколений. Их история стала источником вдохновения для многих, побуждая людей беречь и уважать дикую природу, которая является неотъемлемой частью нашего мира. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.